Всем привет! Новый проект «Мотор из коробки». Мы приобрели лодочный мотор Yamaha 20 или 25 с наклейками 9.9 из Новосибирска. Владелец разобрал этот мотор, что-то там у него не получилось, и он предложил нам приобрести его в разобранном виде. Мы впервые решили попробовать такой эксперимент. До этого никогда не покупали лодочные моторы на расстоянии, тем более в разобранном виде, разложенный по коробкам. Сегодня у нас июль, а купили мы его только 14 марта. Все это время он у нас лежал, ждал своей очереди. У нас совершенно не было времени им заниматься. Даже распаковать и посмотреть, что нам прислали, мы даже не знаем. Ну вот сейчас мы посмотрим, что же там. Владелец нам привез и новый винт, и вал от него. Даже не помню, что с ним было. Будем разбираться. В общем, приступаем к делу. Будем распаковывать каждую коробку и смотреть, что там в ней находится. Первая коробка содержит договор купли-продажи. И каждая деталь здесь вот так качественно упакована. Блок цилиндров, коленвал. Распаковали две коробки. Здесь у нас коленчатый вал с ржавыми подшипниками. Редуктор еще в пленке. Далее даже масло трансмиссионное и масло Лукойл двухтактное. Два блока цилиндров. Я начинаю припоминать, по какой причине владелец отказался от ремонта этого мотора. Здесь трещина, которую восстановить уже не получится. Даже две трещины. Этот блок пойдет на болты, в металлолом, куда угодно, но уже не в работу, не в сборку. Владелец приобрел второй блок, но у него здесь ржавые гильзы. Скорее всего, под росточку. Из-за коррозии полопались посадочные места гильз. И, судя по всему, начала поступать вода в цилиндры. Заржавели подшипники. Каждая деталь была запакована в пленку. То есть человек постарался, сидел, упаковывал все это для нас. Прислал нам новый винт с этим мотором 12 шага. Ну, в принципе, в целом картина ясна. Yamaha 25. Конечно, это уже крашеный мотор. Причем закрасили все шильдики. И очень плохо обработали колпак. Видно прям вот эти все неровности. Если это все красить, это придется долго заглаживать, обрабатывать. Пока не знаем. Либо восстановить мотор и продать его прям в таком виде. Но с другой стороны, всем же нужен красивый мотор. Но при этом покраска мотора вызовет его удорожание. Пока не определились, как правильно и поступить. Покупал я этот мотор в Новосибирске. Купил у человека. Отходил на нем сезон. Решил зимой я его перебрать. Хотел сначала отдать его в Yamaha центр, но в Yamaha центр было очень дорого. Решили перебирать его сами. Разобрали полностью его. Как оказалось, где гильзы, получается, вставляются, вот эта вот трубашка, она была полностью по шву порванная. Я решил сначала посмотреть новый, сколько он стоит. Это было очень дорого для меня. Я нашел во Владивостоке. Мне привезли полностью блок, разобранный весь. Он был целый, все. Потом мы начали считать запчасти. Конечно, нужно было это сразу сделать, но, как говорится, сначала делаешь, а потом думаешь. Посчитали мы все запчасти, и цена мотора, за который я купил, это была 50 тысяч. Вот. И мы посчитали все запчасти, и запчасти выходили около 60. На все, чтобы полностью его сделать, полностью, чтобы он был в рабочем, в хорошем состоянии, я, недолго думая, решил его продать. Потому что,
лучше купить новый мотор, как я это сейчас сделал. И решил написать ребятам из Уссурийска. Смотрю часто их видео. Мне очень нравится, как они работают. Парни вообще молодцы, класс. И мотор было жалко. И решил написать им. Написал, сразу же откликнулись, сказали: да, мы заберем. Я отдал им полностью, все укомплектовал, все отправил. Был новый винт им отправил, все, какие запчасти были, даже помню, масло им отправил. Ну вот, модель Yamaha 20C. И цифра 58 говорит о том, что это 1983 год выпуска. Система зажигания на этом лодочном моторе бесконтактная, то есть имеет коммутатор. Только отсутствует катушка для зарядки аккумулятора. Эта модель выпускалась, по-моему, до 2005 года и далее была снята с производства. Но все равно на нее есть любые запчасти, то есть мы не останемся без запчастей. Большинство запчастей одинаковые, если не все. И мы можем с легкостью этот мотор восстановить. А далее этот мотор можно будет легко обслуживать. На него есть любые расходники, сальники, ремкомплекты. В общем, все запчасти доступны для заказа. Отпескоструили все детали. Собираем двигатель. Устанавливаем новые поршни. Установили новые подшипники коленвала. И блок мы будем красить уже после сборки. При удалении лакокрасочного покрытия с кронштейнов нижних демпферов образовалась сквозная дыра на одном и на другом кронштейне. И эти дыры были замазаны шпатлевкой. С этой стороны видим большое окисление, и это частое явление на этих моделях. Но ничего страшного. Это все восстанавливается, заваривается. Колпак был весь в ямах. Мы эти все дефекты и неровности зашпатлевали, обработали, загрунтовали. Получится очень красиво. Собрали редуктор, заменили сальники, подшипники были в отличном состоянии и заменили полностью водяную помпу в сборе. Абсолютно все детали мы отпескоструили, шильдики заклеили полностью до алюминия. Все детали будут промываться и будет нанесено новое лакокрасочное покрытие. Принято такое решение: покрасить мотор в оригинальный синий цвет, цвет того времени. То есть не в новый цвет, а в предыдущий синий. Так как мы все-таки не подделываем под Новый год выпуска, а занимаемся восстановлением предыдущей старой модели. Детали лодочного мотора готовы. Мотор готов к сборке. Здесь находятся запчасти в этих двух коробках, болты. Нужно будет установить сюда новую подушку, потому что она при разборке сломалась.
世界に輝く高き文化は躍進の道を切り開く伸びよ伸びよ飛べよ世界の人が見つめる中でヤマハヤマハヤマハヤマハ発動機朝日のごとくみなぎる力今日より明日へ連なる心世界を結べる高き文化は新しい時を作り出す伸びよ伸びよ飛べよ世界の人が見つめる中でヤマハヤマハヤマハヤマハ発動機Мотор почти готов. Собираем его уже второй день. По-моему, выглядит очень даже неплохо. Как вы считаете? И на очереди установка карбюратора. Но прежде чем ставить карбюратор, мы хотим увеличить мощность лодочного мотора до 25 сил. Это не форсировка, это раздушка. Потому что изначально мотор рассчитан под мощность 25 лошадиных сил, но на заводе был задушен до 20 сил. И было выпущено две модели, 20 и 25. До 30 сил его раздушить невозможно, потому что отличается объем цилиндров. Конкретно эта модель это 20-25, а мотор 25-30 он уже имеет другой объем цилиндров. Для того, чтобы раздушить его до 25 сил, нам нужно заменить или переделать карбюратор. Справа у нас карбюратор от мотора 20 сил, а слева от мотора 25 сил. Диаметр диффузора у мотора 25 сил получается 25 миллиметров, и мы видим цифру 25. А у мотора 20 сил диаметр 22 миллиметра. Отличие в диффузоре 3 миллиметра, и слева видно, что отверстие чуть больше, чем справа. Диаметр дроссельных заслонок у обоих карбюраторов одинаковый. Сняли крышки поплавковых камер. Здесь нас интересуют главные топливные жиклеры. Визуально жиклеры, конечно, одинаковые, но они разные. На двадцатке диаметр главного топливного жиклера 1,33 мм, а на 25-ке 1,45 мм. Отличаются боковые диаметры эмульсионных трубок. На 25-ке 1,35 мм. Для того, чтобы расточить диффузор карбюратора на 3 мм, были сняты все заслонки, дроссельная и воздушная. Также все жиклеры, потому что карбюратор после расточки требуется чистить от стружки. После переделки карбюратора собираем его в обратном порядке и устанавливаем на мотор. И вот на третий день лодочный мотор уже полностью готов. Yamaha 20, раздушенная до 25 лошадиных сил в дизайне своего времени. Мотор собирался одновременно с Yamaha 9.9, которую мы раздушивали также до 15 лошадиных сил. Только эта Yamaha 9.9 уже продана, и на момент публикации данного видеоролика мотор уже поедет к своему новому владельцу, а Yamaha 25 продается. Цена будет в описании к этому видео.
Если цену вы не найдете, значит мотор уже продан. Установили кнопку с чекой безопасности. Обязательно напишите свое мнение, как вам такой дизайн. Или может надо было перекрасить моторы в современный ямаховский цвет, для того чтобы продать их как более новые. Хотели еще установить электрозапуск, но, к сожалению, не нашли у себя запчастей маховика и электростартера. Все настроено, отрегулировано и готово к эксплуатации. Мотору требуется обкатка, потому что он после ремонта состояние нового мотора. Мотор проходит маленькую обкатку после сборки, перед тем, как его отдавать покупателю. А вот еще один мотор, который тоже красили в этот же цвет. Honda 100. Этот мотор нам привезли в ящике, полностью разобранный. Колпак мы не красили. Красили мы только ногу, поддон, блок не красили. И собрали его. Мотор 75-го года примерно. И эти Хонды раньше были синие. Если у вас есть какой-нибудь убитый лодочный мотор, мы можем его у вас приобрести на запчасти или под восстановление. Покупка хорошего рабочего лодочного мотора с целью перепродажи нас не интересует. Мы можем приобрести какой-нибудь убитый моторчик по цене металлолома. Пишите свое мнение. Как вы считаете, есть ли вообще смысл заниматься вот такими проектами? Восстанавливать моторы, или может проще вместо этого мотора добавить денег и купить новый мотор или новый китайский? А может вообще проще найти какой-нибудь моторчик на Авито еще дешевле, чем этот? Если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх, но только при условии, если оно вам действительно понравилось. А если не понравилось, то ставьте палец вниз. На этом все. Всем пока!